4 октября 1957 года Советский Союз вошел в историю, запустив «Спутник-1», первый в мире искусственный спутник Земли. Металлическая сфера с антеннами стартовала с космодрома Байконур и сразу изменила мир. Этот запуск стал не только техническим триумфом, но и вызвал настоящий шок в США, ускорив создание организации НАСА 29 июля 1958 года. Гонка за космическое превосходство вошла в главные приоритеты обеих стран, добавив идеологическую и технологическую напряженность в контекст холодной войны. Соперничество быстро перешло в идеологическую битву, где космос был площадкой борьбы за умы и сердца людей по всему миру. Реакция мировой общественности варьировалась от изумления до восхищения, а в США спутник вызвал и чувство уязвимости. «Спутник-1» не был крылатым посланником, но он стал символом новых возможностей и стремления человечества к звездам. Этот запуск стал началом эры, в которой каждая страна мечтала о собственных, пусть и засекреченных достижениях в космосе. Но куда эта гонка приведет дальше, когда на кону такие грандиозные политические ставки? Это лишь начало нашего погружения в менее известные страницы истории космической гонки. После триумфального старта «Спутника-1» в 1957 году Советский Союз не остановился на достигнутом. Развивая свои возможности, страна направила усилия на создание секретных космических программ, которые прокладывали новый путь в эпоху Холодной войны. Хотя секретные разведывательные спутники появились в 60-х и 70-х годах, их корни можно проследить в начале космической гонки. Программы, такие как зашифрованная Паркая, работали на передовой радиоэлектронной разведке, обеспечивая сбор важнейших данных о потенциальных противниках. Прячущиеся в тенях космоса, эти спутники следили за перемещением войск и помогали поддерживать стратегический паритет США. Весь процесс проходил под строгим надзором и контролем КГБ, а разработки велись в закрытых городах, удаленных от общественности и чужих глаз. Эти скрытые программы, в значительной мере игнорируемые широкой публикой, представляли собой сложную сеть средств сбора разведывательной информации. Советская инженерия и инновации, несмотря на всю свою закрытость, повлияли на мировую науку, став строительными блоками для последующих достижений человечества в космосе. Какого рода открытия оставались за занавесом секретности и какие истории связаны с ними? Кажется, сама история космической гонки редко делится всеми деталями, но в ее лабиринте секретов можно встретить фигуры и события, которые могли бы повергнуть в шок даже скептиков. Вглядываясь в прошлое, можно обнаружить таинственные свидетельства, о которых официальная хроника предпочитала молчать. Хотя первый официальный полет Юрия Гагарина в апреле 1961 года ознаменовал новый шаг в освоении космоса, за кулисами оставалось множество нерассказанных историй. Одной из них была миссия, о которой практически никто не знал. Возможно, вы слышали сказания о так называемом космонавте-призраке. Теория о том, что Советский Союз готовил и отправлял космонавтов в тайне, не желая афишировать неудачи. Эти истории основаны на том, что в процессе подготовки, особенно в преддверии первого полета Гагарина, было множество испытаний и тренировок, которые оставались секретными. Советские инженеры и ученые активно занимались испытаниями капсул и систем жизнеобеспечения, и некоторые попытки действительно могли не закончиться успехом. Часто причиной появления таких слухов служили эксперименты, которые проводились с использованием манекенов и животных, симулируя человеческий полет. Об этих экспериментах также ходило много слухов и легенд. Интересно, что советская программа не останавливалась лишь на одном достижении. Они продолжали работать над совершенствованием технологий и открытием новых горизонтов. Как вы видите, космонавтика всегда была окутана мистикой и домыслами. И хотя многие из них остаются мифами, они отражают стремление людей постичь неизведанное. Настоящее великолепие советской космонавтики не только в первых шагах, но и в том, что часто оставалось в тени. Это постоянный поиск и эксперимент, которые двигали науку вперед. Но что еще скрывается за величественными полетами и какими были неудачи, оставшиеся за кадром? Впереди нас ждет погружение в мир технических трудностей и аварий, которые никогда не попадали на первые полосы газет. Советское освоение космоса всегда считалось рукотворным чудом, но на самом деле сложный путь к звездам был усыпан значительными неудачами и авариями. Проблемы с топливными системами и конструкцией ракет не раз превращали стартовые площадки в настоящее испытание для инженеров. Хотя громкие неудачи оставались за пределами прессы, животрепещущие моменты испытаний вели к кардинальным переработкам и улучшениям. Одним из заметных примеров была программа Н-1. Эти мощные носители для покорения Луны оказались далеко не вишенкой на торте советских достижений.
Многочисленные попытки в период с 1969 по 1972 год окончились разрывами на старте. Всего 4 попытки и ни одной успешной из них. Эти неудачи подтолкнули руководство к решению засекретить данные и скрыть разочарование от общественности. Масштабы программы и политическая роль в лунной гонке придавали инцидентам дополнительную таинственность. Необходимо упомянуть и «Союз-1». Эта злополучная миссия принесла горькие плоды. Владимир Комаров погиб, когда парашютная система потерпела полный отказ на возвращение. Это было одно из немногих трагических происшествий, приведших к гибели человека, и оставило глубокий след в истории советской космонавтики. Подробности происшествия долгое время оставались за рамками официальных отчетов. Советские инженеры сталкивались и с другими трудностями. В долгосрочных полетах разного рода системные сбои и проблемы с оборудованием часто требовали мгновенной реакции команды на орбите. Благодаря тщательной подготовке удавалось избежать катастроф. В итоге многие подобные инциденты покрывались завесой засекреченности. Все это был лишь фрагмент более масштабной картины, где военные и разведывательные задачи играли немаловажную роль. Уже в 60-е годы многие спутники серии «Космос» запускались для выполнения секретных миссий, что подчеркивало значимость разведывательных задач. Этот элемент предопределил засекреченность, окутавшую советские космические программы таинственной завесой, которую становилось все труднее приподнять. Следующий этап нашего путешествия проведет нас в мир, где скрытность и шпионаж становились нормой. Как и почему Советский Союз использовал космос для разведки. Эти тайны ждут своего раскрытия. В космической истории Советского Союза спутники стали одними из наивысших достижений, перекликающихся с тайной и стратегией. Серия «Космос» не была одинокой миссией, а выступала брендом, включающим широкий спектр аппаратов. Среди них отличались спутники-разведчики, такие как «Зенит» и «Янтарь». «Зенит», первая серия фоторазведки, запущенная с 1962 года, послужила первой ласточкой после Второй мировой войны. Базирующаяся на технологиях кораблей «Восток», она стала символом новой эры разведки из космоса. Следующей ступенью была серия «Янтарь», начавшая свою активную деятельность в 70-х годах. Она перешла в ведение России после распада Советского Союза, продлив жизнь своей разведывательной миссии до 2012 года. Эти секретные аппараты с высоким разрешением следили за стратегическими объектами, военными базами, флотскими арсеналами и инфраструктурой. Каждое запечатленное изображение становилось частью существенного мозаичного пазла разведывательной информации, формировавшей стратегические решения. Спутники «Янтарь» и «Зенит» запускались с помощью ракет-носителей «Союз-У» и впоследствии «Союз-2», подтверждая свою значимость в орбитальной логистике. Основной задачей была фиксация стратегических объектов, а не наблюдение за политическими фигурами, как ошибочно полагалось. Каждая деталь разведанных могла повлиять на дипломатические и военные расчеты сверхдержав. Секретные миссии и оборудованные камеры возносили спутники «Янтарь» и «Зенит» на передовые позиции среди разведывательных проектов того времени. Дезинформация и элементы скрытности лишь усиливали загадочность их пребывания на орбите, оставляя за собой множественные слухи. Как иронично, что среди научных открытий и стратегий истинная правда часто растворяется в тени. Но что же происходит, когда мир шпионажа и разведки сталкивается с политическими амбициями? Мы проникнемся раскрытием, где правда и иллюзия сплетаются в один узор. Советский Союз умело использовал информационное поле, чтобы формировать блестящую картину своих космических достижений. Однако за этой яркой витриной скрывались моменты, которые тщательно затирались во имя престижа. Одно из ключевых событий, тщательно скрытых от глаз мира, была трагическая авария на «Союзе-11» летом 1971 года. Экипаж столкнулся с разгерметизацией капсулы на пути обратно на Землю, что привело к гибели 3 космонавтов сразу после успешной орбитальной миссии. Советская пресса лишь кратко упомянула это событие, оставив детали за кадром. Советское руководство стремилось контролировать все аспекты информации, особенно касающиеся неудач и технологических проблем. Успехи приукрашивались, а неудачи подавались минимально. Да, информация о крупных авариях могла всплыть, но с существенным запозданием и в выхолощенном виде. Об этом говорят и редкие публикации, некоторые из которых были осторожно отредактированы, чтобы не повредить имиджу страны как лидера в космической гонке. Многие теории заговора, такие как спорные утверждения о том, что первым космонавтом якобы был не Юрий Гагарин, а другой человек, например, Владимир Ильюшин, не находят подтверждений. Это примеры легенд, которые нашли свой путь в популярные фантазии, но остаются непризнанными экспертами. Несмотря на это, пропаганда умело использовала такие элементы для укрепления международного влияния.
Скрытность и манипуляции также были нацелены на внешний мир, где создаваемый образ успешной космонавтики работал как дипломатическое орудие. Эти усилия отражались в межгосударственных отношениях, где космические достижения стали символом национальной гордости и престижа. Однако за этой светлой картиной часто стояли недосказанности и хорошо отточенная дезинформация. Теперь, когда завеса тайны слегка приподнята, мы отправимся за следами тех неясных легенд, которые окутывают советскую космическую программу. В этом скрытом мире мифы переплетаются с реальностью, создавая атмосферу, где порой кажется, что истина находится за горизонтом нашего восприятия. Советская космическая программа поражала масштабами и технологиями, однако иллюзии и мифы окутывали ее не меньше. Возьмем хотя бы судьбу Лайки, первой собаки на орбите в ноябре 1957 года. Ее полет стал отважным и трагичным. Запущенная на борт спутника «Спутник-2», Лайка погибла от перегрева спустя всего несколько часов после старта. Космический аппарат оставался на орбите до сгорания в атмосфере, обеспечив миру бесценные данные о поведении живых организмов вне Земли, хотя судьба Лайки долго оставалась под завесой секретности. Легенды о потерянных космонавтах также подпитывали интерес к советской космонавтике. Слухи рассказывали о запусках, оставшихся в тени истории, но все они всего лишь часть фольклора. Официальные источники не подтверждают данных об исчезновении, а все подобные слухи — это скорее попытка объяснить необъяснимое. Теории об обнаружении загадочного излучения советскими астронавтами в 60-е годы также остаются частью мифов, для которых нет документальных подтверждений. Эти истории возникают в попытке романтизировать и окутать тайной и без того необычайной эпоху и достижения. Советская космическая программа снискала мировое признание и почет за амбиции и техническую мощь, совершив многочисленные прорывы. Впереди у нас исследование этой послевоенной эпохи, полной тайн и соревнований, где даже официальные достижения порой казались фантастическими. Оставив за собой тени мистики, мы отправимся к следующей главе, чтобы разобраться в неразгаданных страницах, посвященных противостоянию на траектории к Луне. Когда в 1959 году Советский Союз запустил первую автоматическую станцию «Луна», это стало лишь началом более амбициозной миссии, известной как N1L3. Советское руководство еще в 1960 году приняло решение о разработке программы по покорению Луны, положение о которой утвердили в 1962 за долгие годы до любого из испытательных пусков ракеты N1. Великий конструктор Сергей Королев, чья роль на начальном этапе оказалась неоценимой, не дожил до запуска крупных программ. Его не стало в 1966 году, оставив неизведанные маршруты в руках его последователей. Первая из 4 тестовых попыток запуска N1 началась в 1969, но все они, включая последнюю в 1972 году, окончились трагически, не дойдя до орбиты. Неудачи данных испытаний речь Советский Союз укрывал от глаз мировой общественности. Между тем, параллельные успехи автоматических станций «Луна» и марсоходов «Луноход» обеспечивали неоценимый вклад в космическую науку, частично компенсируя фиаско N1. В те же годы, 20 июля 1969, мир присутствовал при историческом моменте. Нил Армстронг шагнул на поверхность Луны, достижение которого советская программа к тому моменту еще не смогла превзойти, погрязнув в конструкторских сложностях. В 1974 году программу N1L3 официально закрыли, перенаправив усилия и ресурсы на создание новой системы «Энергия-Буран». Это решение ознаменовало конец одной эпохи и начало другой, более успешной. Несмотря на секретность и неудачи, история полна тех, кто оставался в тени, и даже те, кого не выбрали для лунной миссии, оставили яркий след в глубинах космоса. Какова их настоящая роль и почему они не попали в историю лунной программы — загадка, за прозрачной завесой которой нас ждут новые открытия. Валентина Терешкова, первая женщина-космонавт, поднялась на орбиту 16 июня 1963 года на корабле «Восток-6». Проведя в космосе более 2,5 дней и совершив 48 полных витков вокруг Земли, она вписала свое имя в анналы истории. Одним из удивительных аспектов ее карьеры было отсутствие опыта в летной подготовке, хотя за ее плечами уже тогда числилось более 120 парашютных прыжков. Этот факт оказался решающим критерием в отборе на женскую космическую программу. Позже Светлана Савицкая добавила к этому списку достижений женщины в космосе. В 1982 году она стала второй женщиной-космонавтом СССР, а в 1984, выйдя в открытый космос, провела там более 3,5 часов. Первая в мире, кто это совершил.
Женщины, чьи имена остались часто в тени, играли ключевые роли в научной и инженерной деятельности Советского Союза. Их вклад в прикладные исследования и разработку оборудования на программы космической гонки был неоценимым. Они трудились в закрытых бюро и лабораториях, порой создавая прорывные технологии, оставаясь при этом за пределами публичного освещения. Это подтверждает их значимость наряду с яркими фигурами мужских космонавтов, таких как Юрий Гагарин. Истории этих женщин напоминают о том, как часто успех завоевывается общими усилиями, наслаиваясь из отдельных, на первый взгляд, незначительных действий. Внимание к деталям и трудолюбие позволили преодолеть многие преграды. В сложном мире советской космонавтики, когда каждый шаг был подвигом, женщины сделали огромный вклад в успехи, став вдохновением для будущих поколений. Но места, где создавались эти технологические чудеса, также полны загадок. Байконур, знаменитый космодром, стал отправной точкой для многих легендарных миссий. Что скрывает его бескрайняя степь и какие тайны до сих пор охраняются его фигурами? Следующий этап нашего путешествия окунет в закулисную жизнь этого секретного объекта, где решения принимались на высшем уровне, готовые изменить ход мировой истории. Окунувшись в историю космодрома Байконур, многие были бы удивлены узнать, что его истинное расположение находится в южной части Казахстана, в районе пустыни Казахский мелкосапочник у поселка Тюратом. Название Байконур изначально принадлежало деревне и руднику, находящимся более чем в 300 милях к северо-востоку, в Карагандинской области. Это было частью стратегического прикрытия, чтобы сбить с толку иностранных разведчиков. С момента своего основания космодром носил кодовое название «Тайга», которое использовалось до первого исторического полета Юрия Гагарина в 1961 году. Именно тогда Байконур стал известен всему миру как стартовая площадка для первых космических рывков Советского Союза. Важность Байконура трудно переоценить, и большая заслуга в его успехах принадлежит Сергею Королеву, главному конструктору и вдохновителю советской космонавтики. Его команда трудолюбиво и самоотверженно работала над новыми ракетами и космическими аппаратами. Однако все происходило в условиях строжайшей секретности. Многие работники космодрома даже не знали, что именно они строят, и часто думали, что это всего лишь стадион или другие мирные объекты. Степень секретности космодрома подкреплялась ложными объектами и поселками, создававшимися для отвода глаз шпионской техники США, включая печально известные самолеты Ю-2. Неудачи на Байконуре могли привести к серьезным политическим последствиям, так как космические успехи играли важнейшую роль в противостоянии времен Холодной войны. Развал Советского Союза в 1991 году оказал значительное влияние на Байконур. Оказавшись на территории нового независимого Казахстана, космодром вступил в новую эру аренды и управления Россией. Это повлияло на программы и финансирование, создавая сложности в адаптации и эксплуатации. Но что ждет нас впереди, в другой эпохе, когда космос становится все более общим достоянием и соперничество уходит на второстепенный план? Как развивались космические программы на фоне столь непростых перемен? С завеса времени слетят ответы, полные неожиданностей и любопытных загадок. Распад Советского Союза в 1991 году стал не только политическим катаклизмом, но и шоком для космической индустрии. Разрушение единой системы управления отразилось на многих предприятиях и научных центрах, часть которых оказалась за пределами России, например, известная КБ «Южная» в Украине. Россия, унаследовавшая основные космические мощности, боролась с потерей кадров и сложностями интеграции оставшихся ресурсов. Космодром Байконур, ставший арендуемым объектом, оказался в центре новых геополитических отношений с Казахстаном. Не только аренда стала предметом переговоров. Россия поддерживала его эксплуатацию, обеспечивая работу и модернизацию этого легендарного космодрома. Это добавляло как экономические, так и организационные испытания. На фоне всех этих вызовов программа «Буран», уникальная технологически, закончилась также внезапно. Единичный полет в 1988 году, будучи прорывным событием, не повлек за собой развитие, так как развал СССР свел на нет надежды на дальнейшее финансирование и поддержку. Истинный вызов для России состоял в необходимости адаптации к новым условиям. В 90-е годы, когда финансирование космической программы было перенаправлено на более насущные нужды, инновации и сотрудничество с международным сообществом стали выживающими векторами. Россия стала ключевым игроком в Международной космической станции, объединяя усилия с другими странами, что позволило сохранить стратегические наработки и знания. В этой новой эре России удалось не только адаптироваться, но и заложить основу для будущих космических проектов. Она сохранила и приумножила свой накопленный опыт, продемонстрировав, что даже в условиях испытаний возможно построение новых амбициозных программ. На горизонте развиваются технологии и международные проекты, которые могли бы и не увидеть свет без этой закалки.
Но что же даровал советским секретным программам уникальное наследие, что до сих пор является трамплином для современных исследователей космоса? Этот вызов ждет своего решения. Советская космическая программа стала колоссальным вкладом в развитие космических технологий. Разработка многоступенчатых ракет, таких как РДЛЯ и система жизнеобеспечения, внедренные в начале 60-х, заложили основу для будущих поколений инженеров. Эти достижения легли в фундамент мирового космического опыта. Однако нельзя забывать, что многие современные технологии развивались под влиянием международных совместных проектов и обмена знаниями, что было недоступно в времена Холодной войны. Засекреченные программы, такие как «Алмаз», оставались неизвестными широкой публике, но фактически являлись настоящим военным космическим предприятием, включавшим пилотируемую станцию и транспортный корабль. Хотя спустя годы их секретность была частично раскрыта, их технологическое наследие служит базой для современных орбитальных миссий. В те времена многие из инакомыслящих, бывших секретами, программы все же получали известность через публикации и достижения, такие как «Салют», «Луна» и «Венера». Российская часть МКС, безусловно, основана на опыте, накопленном в эпоху «Салют» и «Мир». Однако создание модулей для МКС включало новые технологии, разработанные в условиях международного сотрудничества. Знания, накопленные еще в СССР, скорее предоставили необходимый исторический базис, чем прямую техническую линию. Ключевая роль России на МКС объясняется богатым опытом в пилотируемых полетах и программах, таких как «Союз» и «Прогресс», продемонстрировавших свою надежность и эффективность на протяжении многих лет. Современные технологии российской космонавтики основаны на эволюционном развитии советского наследия, которое прошло через процесс модернизации в постсоветский период. Программы безопасности и управления космическими аппаратами складывались из советских традиций, но были существенно обновлены и адаптированы к современным условиям. И, наконец, несмотря на годы и изменения в масштабе, советский вклад в научные исследования космоса не утратил своей ценности. Базовые открытия, сделанные в рамках программ «Луна», «Венера» и «Марс», продолжают вдохновлять новое поколение инженеров и исследователей. Эти достижения оказывают влияние на современные космические программы, вписываясь в общую картину освоения межзвездного пространства. Наследие прошлого остается важным маяком, указывающим путь к новым прорывам.